Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. И сегодня будем играть за Льва Дюка, прямиком из саванны. Вот такой вот скинчик у него крутой есть. Будем сегодня нагибать, разваливать, командные бои, все дела. И будем показывать всем, кто здесь батька. Да. Также, ребятки, могу сказать, что на следующей неделе будет розыгрыш. И целых, в этот раз будет целых 12 тысяч гемов. Да, вот такие вот дела. Осталось только дождаться. Я его заанонсирую. И кто-нибудь из вас победит, наверное. А может, кто-то не победит. Это же дело такое, сами понимаете. Опа, золотой дробовичок ко нам прибежал. Это я люблю. Я, кстати, не посмотрел дроп, точнее, ну, предметы я взял хорошие на Брюса. Ой, на Брюса, на Льва. Короче, все, поплыл. Надо успокоиться. Ладненько, мы сейчас будем драться. Тут ботов, правда, целая куча. Золотой лук мне, в принципе, уже не нужен. А вот здесь, вот у ботика, возможно, что-то есть. Ага, серебряный лук. Ну, ладно. У нас, правда, джет какая-то странная. Ничего, мы сейчас, в принципе, командно играем. У нас тут хотя бы парочка ребят есть. Я хоть сейчас без ботинка, но все равно смогу... Блин. Все равно смогу что-нибудь, да, эффективное сделать. По крайней мере, если что, могу забайтить противника на кусты. Хотя я смотрю, там Никс спокойно вроде дефает. Да, спокойно. Никс красавчик. Это очевидно. Ну, конечно. А, кстати, а почему здесь больше? А как он меня притянул? Вот, мне иногда прикалывают эти притяжки. Какие-то дикие слишком. Тут, короче, было больше противников, чем... Да, блин, че я опять промахнулся? Как же бесит. Ну, хилься. Ой. Какой же баг. Просто два сквада такие вжух и появились из ниоткуда с двух сторон. Как же не горит от этого. Вот реально. Просто два сквада из ниоткуда. Бесит. Ладно, там... Ага, залутало, все, погнали. Сейчас разобьем этим, бахнем. А у меня еще стенки есть, да? Много стенок, конечно. Ничего не скажешь. Ладно, но мы более-менее играем. Вот опять же, этот джет странный. Тогда подставила нас, мы чуть не проиграли за нее. Ну, по итогу получилось нормально. А вот могли бы в кустах подраться, там бы я свой рык мог бы применить нормально. А так все противники просто от меня разбегаются, как бы, ну... Сложно получается рыкнуть. Ну ладно, там не важно. Че и как сделать. Приходится вот так вот бегать, как я не знаю что, и стараться хоть что-то замутить. Я так понимаю, там какие-то недобитки остались, что ли? Хотя мог бы я сейчас, на самом деле, использовать рык, но как-то мне лень было, на самом деле, ребят. Чтобы не обмануть, было просто лениво. Ой, как... А что так, блин, фулл хп снесли, ну? Ой, там слишком, походу, жесткие ребята, да? 3 13, я рел 14. Ну да. У них была пожестче команда. Обидно. Если бы я их увидел не в кустах, то, наверное, смог бы... Не, ну там бы ничего не смог. У нас просто по уровню чисто такой дисбаланс, что капец. Ну, бывает, ладно. Может быть, в следующем бою мне наоборот высокие уровни попадутся. Конечно, попадутся. Целые 5 уровни попадутся, я чувствую. Как обычно, впрочем. Это же супа, да. Мне кроме 5 уровней в бои такое ощущение, что ничего не попадается. Или 6 или 7, ну вы понимаете. Я так понимаю, мы сейчас будем драться с другим складом. Я, по идее, могу сразу стан закинуть, в котором ни в кого не попаду. Это было прекрасно, конечно. Стан, которым я ни в кого не попал. Золотой стан, как говорится. Драться. Погнали драться, Джейд. Ой, пугливая Джейд. Вот даже 6-й Никс. Неожиданно, да? Даже 6-й Никс со мной попался в сквад. Так. Ну, идите спасать, ну. Вот же... Вот что за союзники? Вот посмотрите на это, а? Какие союзники плохие. Блин, аптечку не успел залутать. Ну ладно. Какие же союзники плохие. Взяли и бросили своего друга в музее. Эх, вот бывают же такие, а? Бывают. А теперь они все по очереди умирают. Так им и надо, как говорится. Сами виноваты, что бросили своих друзей. Массовый стан! Тысяч. Брысик стянул красиво. Так, бобра добиваем. Ну там фламингос ничего не сделает особо. Просто за ним гоняться не очень удобно.
Ну, лично мне, потому что здесь вот бобер. Там еще зебра была, которая хотела вроде бы резать бобра, но это не точно. Поэтому я на всякий случай решил перестраховаться и покараулить трупик бобра. Ну вот, в принципе, фламинго и умер. Так ему, в принципе, и надо. Ну, никсы у нас молодцы, играют качественно, поэтому... Поэтому мы доминируем. Правда, сейчас у меня команда что-то меня бросила. Не знаю почему. Странно это все. Гнали. Я видел там противника в домике. Но он убежал, скорее всего, через нижний выход. 100 пудов. Ну, вон он, кстати, да. Ну, у нас команда сейчас как раз сюда и заходит. И я врываюсь. И массовый стан. На! Ну, хотя бы в Брюса попал. -1 точно дадим. Орла сейчас забирать надо только с луком. И массовый стан. Ну? А, у меня его еще нету, ладно. Неважно. Ой, он еще... Кстати, вот смотрите, 6-й никс с дефибриллятором. Прикольно, да? Не ожидаешь такого 6-го никса вообще. А оно у него, оказывается, было. В реальности, когда ты поднимаешь высокий рейтинг на низком уровне, я все-таки советую брать даже плохие дефибрилляторы. Для чего? Для того, чтобы более высокоуровневых союзников спасать. И за счет этого можно, ну, помогать им очень сильно. То есть высокоуровневый союзник, он может как-то ошибиться, да, переоценить свои силы, как я это часто делаю, и умереть, да, там, с фулл аптечками, к примеру. А ты как бы взлетаешь в него своим 6-м уровнем, дефибриллятор срабатывает, и твой союзник в этом 15 уровне воскресает и всех развалит. Поэтому вот такой вот момент очень важен, и поэтому... Нужно, наверное, когда ты низким уровнем, на высоком рейтинге, лучше это делать. Начинаю, наверное, уже 1100, такое лучше стоит делать, потому что, как видите, здесь попадаются часто 13, 14, 15, 16, да, уровни, и поэтому приходится их иногда спасать. Да, такое бывает. Мы отправились в следующий бой. Надо бы еще залутать парочку топ-1. Пока что идет все хорошо, хорошие команды. Надеюсь, так будет и продолжаться и дальше. В принципе, эта команда рабочая. Я бы не сказал, что имбовая, но рабочая. Для победки можно и... Ну, в принципе, и такой командой затащить. Если мне повезет, то бобер будет действовать правильно. Будет делать все красиво, без подстав... Ну, не будет подставляться под противников, да. И я буду танчить все. Плюс будет Джейд у нас танчить. Никс с Ярой будут на подхиле. На поддефе, да, какой-нибудь, на поддержке, короче. С бобром там. И будет плюс-минус нормально. Я надеюсь. Надеюсь, не будет такого, что они просто пойдут и все умрут. Как это обычно, да? С моей командой бывает. Это же моя команда, да. Ну вот, они уже пошли умирать на этот островок. Ай, ну за что? Ну почему нельзя было со мной пойти залутать золотую гранату? Ну вот почему? Ну конечно, 15-й баг. Я еще и стан потерял. Кайф. Просто кайф. Я сейчас не могу зайти и резнуть Джейд, понимаете? В чем прикол? Просто не могу зайти и резнуть. Просто потому что баг меня убьет. Потому что у меня стана не было. Был бы у меня стан, я бы зашел. Ай. Ну все, я стан потратил на Джейд. Бака теперь нечем убивать. Ну как нечем? Я-то его дамажу, конечно. Но, как видите, это мало полезно. Хотя сейчас стан массовый есть, отлично. Ну, добейся, ну. Да почему оно не кидает? Каким-то чудом мы все-таки смогли добить. Стан массовый. Отлично, сработал. Убиваем Джейд. Хух. Ну, бобер фуловый даже не помогал. А что ему, да? Он уже верил в мою силу, да? Я же слишком сильный имбовый. Ой, капец, как мы выжили. Ух, просто нет слов, ребят. Просто нет слов. У меня еще панельки, как видите, залагали, да, опять? Любят они это дело. Тут аптечка еще одна, да, лежит? Надо лутать. Хамелеон очень странный. Масстан используем. Отлично. Стоим пока здесь. Аптечек нам все равно не хватает. Закрываемся красивенько. Гении. Просто команда гениев. Лутаем аптечку. Хамелеона тоже попробовать залутать было бы неплохо. Давайте стенку с этим захватим. Может пригодиться.
Отлично. Еще бочка у нас будет теперь. Ну что? Пока что останемся здесь. Если бы ребята не полились, я бы массовый стан использовать смог. Но они сейчас поумираются, да? Я короче, все. Я хотя бы орла успею убить. По крайней мере. Не, ну такое количество джет я вряд ли вынесу, хотя... Ну, практически получилось. Вот если бы они были здесь сейчас, если бы они отступили к мосту, ну, я про свою Яру и про бобра, то я бы смог вытащить. Вот реально, я бы смог застанить там как минимум 2-3, как минимум внести на 2 шота, то есть двоих я бы шотнул 100%, плюс бобер бы мне еще помог, мы бы шотнули 3-го и 4-го. И все, как бы победа была бы в руках. Но они не слушают, им победа не нужна. Им нужно было убежать куда-то против 2 Джейд, против Орла, ну конечно. Они же карту не видят, они же не понимают, что там сквад против нас остался. И мы втроем. Не, это ж сложно. Ну вот такие вот реальности. Ну что поделать. Не получается, конечно, контролировать рандомщиков, но это логично. Хотя иногда получается, иногда ребята понимают, что типа лучше играть там командно, если там лев стоит не двигаться, лучше остаться в кустах, типа, ну это ж понятно, что у него круговой рык, там все дела, эффективно можно использовать, бла-бла-бла и все остальное. Ну. О, кстати, 15-й генри в моей команде. Секунду назад он двигался, теперь все. А у меня в команде больше никого нет. Из адекватных, то есть, ну, как бы, 10-й, 7-й, 8-й, и я, 13-й. И 15-й генри, который теперь просто стоит на месте. Может, это бот? Очень странно. Очень странный Генри. Прям капец какой. То он мертвый, то он живой. К нему подходишь, он оживает. Может, он... Это, знаете, как робот, который работает, когда рядом есть союзники. А когда рядом нету союзников, он не работает. Наверное. Ой, короче. Ладно. Главное, что сейчас он живой. Мне главное, чтобы он потанчил, там, кнопочки понажимал какие-нибудь. Возможно, я все-таки смогу раздамажить, если он будет танчить. По сути, Генри это такой неплохой танк, кто бы что ни говорил. Почему? Потому что у персонажа есть активный навык, первобытный инстинкт, который дает нереальное количество хила. Прям безумное. И позволяет ему нагибать, можно так сказать. Ну куда вы все убежали? Ну подождите. Ой, как сложно. Как же сложно. Вот сейчас помирает там, а мне потом... Ай, ладно. Попробуем сейчас что-нибудь замутить, затащить. Хотя бы возле Генри побуду. Если что, его спасу. Или он меня спасет. Интересно, меня хамелеон видел? Кто бы знал, кто бы знал. Видел меня или нет. Так, льва застанили. Ой, льва. Бака застанили. Гранаткой там закидали все. Так, похилились. Тут урона сейчас... Блин, меня сейчас убьют. Я не вытащу это все. Сейчас мастан использую, конечно, но этого не хватит, чтобы затащить. Не получится, Генри, ты не выживешь. Забей. У нас команда там просто бросила. Во-первых, ситуация, опять же, зона начала очень слишком резко сдвигаться с нашей стороны. Это первое. Ну а второе, это команда, которая просто пропала. Мы были вдвоем. Мы вдвоем добивали здесь противников. И потом вдвоем дрались против фулл сквада. Ну, плеер 78-390. Что вы хотите, ребят? От плеера, да? Вот и я думаю, что я хочу от плеера. Вот такие вот сегодня бои на льве. Думаю, затягивать больше не будем. Я думаю, там дальше в рандоме будет твориться такая же дичь. Поэтому на сегодня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.